Ну что, я рада вас приветствовать в своей студии. Пожалуйста, проходите. И сейчас я буду вас знакомить с своим новым уютным гнездышком, где провожу большую часть времени наших съемок. Я с трепетом ждала этого дня, когда смогу показать вам свою студию. На самом деле она уже готова некоторое время, и я постоянно откладывала, думаю, ну потом. И в итоге уже думаю, все, некогда ждать, нужно просто брать и делать. К тому же я уже показала часть своей студии в социальных сетях, во многих видео, в Reels. Вы наверняка ее видели, кто-то делал комментарии, спрашивал, где я купила тот или иной предмет интерьера. В общем, сегодня обо всем по порядку. Покажу всю свою студию, каждый ее уголочек, как и что у меня здесь устроено. Поэтому добро пожаловать! На самом деле мы снимаем с командой уже очень давно, более 4 лет. Сначала мы снимали в нашей школе, но там, к сожалению, нет такого места вот на постоянной основе свободного, куда можно было бы прийти и этим заниматься. Постоянно курсы обучающие, поэтому было принято решение снять квартиру и делать съемки там. Но поскольку только под съемки это невыгодно, мы скооперировались с моим оператором. Он жил в одной комнате, а я снимала в другой. Ну, где-то с полгода мы таким образом снимали. Затем мы переехали в другую квартиру с другой уже сотрудницей, где было побольше места. И достаточно долго там снимали, где-то более года, я думаю. И все не хватало места, постоянно было его недостаточно. Приходили новые материалы, коробки стояли просто повсюду. Мне кажется, ребята, которые со мной работают, операторы, они просто уже были в недоумении. Вот куда столько материала, зачем тебе столько? И всегда хотелось, конечно, какого-то расширения. Ну, я думала насчет аренды кабинета, но так привыкла работать около дома, потому что квартира, которую мы снимали, была в соседнем подъезде, и нужно было буквально 5 минут для того, чтобы из дома дойти до работы. Это, конечно, очень сильно подкупает. Начнем мы наверняка с прихожей. Здесь у меня зеркало во весь рост, поэтому я имею возможность прихорашиваться перед съемками, делать различные образы, смотреть, как я выгляжу, и уже тогда идти и записывать для вас вступление. Здесь у меня шкаф. И, собственно говоря, этот шкаф не только для верхней одежды, здесь очень много находится одежды именно для съемок. Она здесь висит на постоянной основе, также моя рабочая униформа. Очень часто спрашивают, где я покупаю ее. Все свои униформы я заказываю на Wildberries, в том числе вот этот классный значок, мне его подарила свекровь. Часто многие спрашивают, где я его взяла. Там же на Wildberries. Поэтому я могу взять что-то из одежды, надеть, заснять вступление или, например, присутствовать на вебинаре, и потом все это висит. Вы могли заметить, какие, наверное, мои самые любимые цвета. Это пастельные, светлые. Здесь очень много одежды именно в таком цвете. И в один из дней мой муж говорит, у меня есть для тебя сюрприз. Мы спускаемся с ним вместе на первый этаж нашего подъезда. И тут он подводит меня к квартире и показывает ключи. Я сначала не поняла. Я говорю, это что? Мы арендовали новую квартиру для съемок? Он говорит, нет, теперь это твоя квартира. Я просто вообще не могла поверить своим глазам. Я даже не знала, как мне реагировать. Я помню, я зашла, то ли радоваться, то ли плакать, и ничего не понятно. Просто обычная квартира, находящаяся в моем же подъезде, просто на первом этаже. Мне теперь до работы просто нужно спуститься на лифте. Я часто вот таким образом спускаюсь, может быть, даже в тапочках. Спустилась, и уже я здесь. Поэтому всегда было желание сделать такое свое уютное гнездышко, свой отдельный кабинет, где было бы только все мое, где вещи стояли на нужном бы мне месте, где бы все они помещались, все материалы, и в целом, чтобы это было удобно и для меня, и для сотрудников, и для моделей. Здесь, в принципе, небольшое помещение, где-то всего 35 квадратных метров. До этого здесь была жилая квартира, которую мы переделали именно под студию. Получается, мы пришли квартиру, в жилую, однокомнатную, небольшую. Все было непонятно, что с этим делать. То есть было больше, наверное, вопросов.
И на самом деле долгое время мы, можно сказать, практически ничего не делали, потому что я понимала, что нужно брать дизайнера, который сделает именно проект, потому что цель была сделать не просто кабинет, а именно студию для съемок, где каждая стена, каждая зона будет играть свою роль, где каждый предмет можно будет перемещать местами, делать разные локации под съемки. И предлагаю начать с самого главного места, то место, которое вы чаще всего видите в роликах, видео, это, конечно же, рабочее место мастера. Ну, соответственно, стол, подставка, лампа. Обращаю внимание, какое комфортабельное кресло для клиентов. Такое бархатное, приятное, классное. Тоже специально искала именно черный цвет, потому что до этого у меня было светлое кресло, оно постоянно пачкалось, и поэтому я приняла решение. Оно, кстати, очень удобное, очень мягкое, поэтому, мне кажется, мои модели в полном восторге, когда садятся ко мне на маникюр. И с моей стороны бестеневая лампа для съемки. Также у меня есть лампа с круглым плафоном для того, чтобы снимать маникюр с бликами. Ну и, конечно же, стул мастера с регулировкой высоты. Стул такой достаточно жесткий, но при этом удобный. В столе у меня встроенная вытяжка от Verax, я просто в полном восторге от нее, и мне очень нравится за ней работать. Когда я прихожу, соответственно, сажусь работать, кладу свои телефончики сюда на подставку, один у меня рабочий телефон, другой основной телефон. Ну и, конечно, что еще на рабочем месте мастера может быть, это аппарат, лоток для инструментов, обязательно таймер, про него говорю в очень многих видео, ну и какие-то вот тут расходные материалы, ну и, конечно, куда же без макролинз для создания контента. И получается, мы сняли все обмеры и отдали эту информацию дизайнеру. На самом деле у нас получилась очень слаженная работа. Сначала она предложила дизайн-проект с золотыми элементами, но я посчитала, что это слишком too much, слишком дорого-богато, поэтому все золото мы заменили на черное, и получился такой классный минимализм. То есть в этой студии есть и розовые оттенки, которые такие девчачьи, приятные, в то же время какая-то и строгость черного, и белый нейтральный. В общем, на мой взгляд, получилось вот прям супер уютно и комфортно. Только после того, как дизайнер сделал картинку, 3D-визуализацию, мы приступили уже к ремонту, пока мы нашли бригаду. Потом были праздники, майские, еще какие-то праздники, постоянно были праздники, и этот ремонт все растягивался, растягивался, растягивался. Ну и, наверное, святая святых – это вот эта вот полочка. Мне кажется, это то, что максимально интересно посмотреть, что же там внутри. Ну, давайте я все ящики открывать не буду. Если вам это интересно, поставьте пальчик вверх, и я сниму отдельное видео. То есть вот у меня прям целая полка гелей. Здесь мы открываем тоже гели, и здесь мы открываем тоже гели, и приблизительно так в каждой полочке. Этот комод мы изготавливали специально на заказ, определенной глубины, но, честно признаться, я немножко ошиблась. Если было бы на 2 сантиметра побольше, было бы комфортнее все хранить, но здесь умещается вот просто все, начиная от материалов для моделирования, инструментов, насадок, форм, я не знаю, вот просто все в основном лежит тут. Ну и, конечно, это же вот потрясающая неоновая подсвечивающая вывеска, логотип с нашим названием Сакрамел. Мы ее делали для нашего мероприятия Nail Блеск, которое было в сентябре, и потом мы сняли этот логотип, и я сказала, он должен стоять здесь. Я каждый раз смотрю, он меня безумно радует, потому что я всегда мечтала именно о такой неоновой вывеске, и она очень круто смотрится в кадр. Конечно, были и некоторые сложности, когда мы выполняли ремонт. Например, бригада неправильно покрасила стены. То есть стена должна была быть белой, на фоне которой мы будем снимать приветствие, а ее покрасили в серый. Я прихожу и говорю, стоп, а где моя белая стена, на фоне чего я буду снимать? Вот, поэтому пришлось перекрашивать. Были проблемы и с потолком, что не сразу сделали так, как нужно. Поэтому все сроки, они увеличивались. Но мы все это время продолжали снимать квартиру, в которой снимали все. Грубо говоря, когда был готов ремонт, мы поняли, что все, ждать больше не имеет смысла. Все равно на мебель, пусть ее пока еще нету, потому что изготовление мебели – это вообще еще та головная боль.
То, что вы видите сейчас, уже тоже несколько раз переделывалось. И мы переехали, по сути, когда были только стены, пол, потолок, не было ни штор, ни шкафов, ни столиков, ни дивана, ничего. То есть постепенно мы вот так обживались, поэтому я тоже так медлила со съемкой этого видео. Я вот дождалась, когда все уже готово, вот когда все так, как я хотела. И вот сейчас именно тот самый момент, когда настало время для этого видео. На самом деле я считаю, что всегда есть нужный, правильный момент для каждого действия, поэтому, значит, вот он сейчас. Ну и здесь еще несколько моих предметов для гордости. Говорю, у меня прямо, знаете, сердце стучит. Самое главное достижение – это лицензия нашей школы и свидетельство, которое мы выдаем нашим выпускникам. Мы прошли очень большой путь для того, чтобы получить это свидетельство и иметь возможность выдавать его студентам. Оно выдается на 2 языках, на русском и на английском, при прохождении определенных курсов. И это самая большая гордость, знать, что твои программы аккредитованы, что твоя школа имеет лицензию, и дарить эту пользу миру. Получается, с момента, когда мы начали делать дизайн-проект, до того момента, как мы въехали, прошло где-то 8-9 месяцев приблизительно. Опять же, повторюсь, что это все растягивалось из-за праздников, из-за того, что мы долго там согласовывали дизайн-проект, потом что-то меняли, вот таким вот образом все и растянулось, ну, практически на год. И еще одно главное достижение – это вот эта золотая кнопочка. Я очень долгое время кнопку не показывала, ждала, когда будет готова эта студия, и тогда я бы ее распаковала. Потом думала, что я, вот как, знаете, курица с яйцом, ношусь с этой кнопкой, просто ее достала, поставила, и все, она мне уже греет душу, греет сердце. Данная кнопка дается YouTube-блогеру, когда на его канале более 1 миллиона подписчиков, точнее за 1 миллион. И для меня это самая большая награда, цель, которая шла более 4 лет. И нет, все-таки я не могу с собой справиться. Дубль номер 5, потому что для меня действительно сейчас говорить эти вещи очень значимо. Цель, которая шла долго, и хочу поблагодарить каждого, кто подписан, кто смотрит мои полезные видео, кто пишет комментарии, оставляет их. И ваша поддержка – это самое ценное. Именно благодаря вам я развиваю свой канал, стараюсь, создаю что-то новое, полезное, интересное для вас. Поэтому это не только моя заслуга, но в том числе и каждого из вас, за что вам огромное-огромное спасибо. Вот это и тоже каждого из вас достижение. И еще одно немаловажное достижение, которое было в этом году. Мы получили награду в номинации «Онлайн-школа номер 1 в России». Для меня тоже это очень-очень ценно, что мы стараемся всей командой не зря. Мы на самом деле стремились взять в том числе такую награду и по живой школе. Нам слегка не хватило баллов для голосования. Вот, но для нас это тоже очень-очень много значит, что действительно наши знания, наши школы, они престижны и востребованы. Поэтому я точно уверена, когда человек приходит на обучение к нам, то он точно получит качественные знания от лицензированной школы, и благодаря которым знаниям он потом может смело работать как в салоне, так и открывать свое дело и работать самому на себя. Вот, поэтому, ну что хочется сказать, приходите к нам на обучение, да, а мы с вами пойдем дальше. Также мне некоторые писали, спрашивали, каким образом удалось сделать из жилого помещения студию. На что я отвечала, что ничего по сути не удалось. Почему? Потому что это не просто студия, где я работаю с клиентами или мастера какие-то работают с клиентами. Нет, это именно студия для съемок. Когда я работаю с моделями, я не беру с них оплату. То есть здесь у нас нет таких товарно-денежных отношений, когда я сделала услугу, они мне оплатили, поэтому, к сожалению, я не подскажу, как сделать из квартиры студию, потому что у нас абсолютно другой формат. Переходим с вами к следующему месту. Это вот такая красивая зона с полочками, с различными аксессуарами. На самом деле в данной студии задача каждой стены играть свою роль для того, чтобы она смотрелась красиво в кадре. То есть все сделано не только с точки зрения удобства, но и с точки зрения эстетики и красоты. Тут у нас красивая барная стойка. Мне очень нравится вот эта фактура, которую предложил дизайнер. И тут я планировала снимать различные говорящие видео, возможно,
интервью, а также различные видео, связанные со стерилизацией. Сюда я приношу стерилизатор, и мы что-то рассказываем, например, про это. Тут, конечно, у нас очень много различных аксессуаров. Мои некоторые награды, когда я судила какие-то чемпионаты, либо была спикером, но тут нет моих наград в плане ногтевых чемпионатов. Почему? Потому что они находятся у нас все в школе, там более 16 наград. Здесь у нас также расположена зона чая, где вот можно просто нажать кнопочку, и вот такой прекрасный приборчик самостоятельно нам все нальет. Тут у нас отдельная зона с вкусняшками. Многие считают, что я на ПП и спрашивают: Марина, вы наверняка не едите никаких вкусняшек. Нет, это на самом деле не так. Я страшная сластена, поэтому если вдруг вы попадете ко мне моделью, вы знаете, что нести. Тут у нас скрыта микроволновка, тут холодильник, поэтому все продумано до мелочей. Ну и, конечно, мой новый помощник – это фотобокс, где мы делаем красивые снимки, свет. Я вам уже показывала в одном из видео. Вот таким образом храним колечки для того, чтобы во время фото быстро взять то, которое нужно. На самом деле мне очень нравится эта зона, она получилась достаточно уютной. Единственное, что я сомневаюсь насчет высоты данной столешницы. Посмотрим, может быть, сделаю ее слегка пониже, для того, чтобы было удобнее и перекусить, и вести какие-то видеосъемки. А насчет аксессуаров пока оставлю так, как есть. Я на самом деле их специально не расставляла, как-то очень красиво. Поставила все, что имелось, все, что я долгое время собирала по различным магазинам. Кстати говоря, тут даже есть подарки от моих учениц. То есть, например, вот эта статуэтка, вот это. То есть мои ученицы иногда что-то дарят. И для меня это, конечно, тоже очень-очень ценно. На самом деле не стоял вопрос об экономии денежных средств, потому что это должно было быть место прям привлекательным, красивым. Мы не экономили на материалах, например, у нас очень дорогой пол, у нас очень дорогой потолок, у нас панно на стенах. То есть если вы хотите на первоначальных этапах сделать свою небольшую уютную студию, то вам понадобится гораздо меньше вложения денежных средств. Здесь у нас, конечно, и красивые диваны, и красивые кресла, и вся мебель была выполнена на заказ, поэтому сумма вышла не маленькая, но опять же, когда я сюда прихожу, а сюда я прихожу даже тогда, когда у меня нет съемок, просто когда мне нужно поработать, уединиться, посидеть в тишине, без детей, просто созидать, что-то придумывать, креативить, вот я тоже сюда прихожу, и это прям моя отдушина, это место. Поэтому я считаю, что это все, вот каждая копеечка того стоила. Ну и переходим к самой уютной зоне моей студии. Это вот такое место, уголочек, где есть логотип. Тут у нас стоят два кресла, но для интервью можно, то есть сесть и что-то рассказывать, друг с другом общаться. У меня, кстати, на канале тоже есть такие видео, поэтому можете посмотреть их. Вазочка, диффузор. То есть так очень комфортабельно и удобно. Тут у нас есть также вот такая подушечка, и про нее я хотела бы отдельно поговорить. Этим летом сбылась моя мечта. Мы с мужем посетили Париж. И когда мы приехали оттуда, я на сайте Dior увидела, что появилась вот такая потрясающая коллекция с картой Парижа. Изначально, когда дизайнер показал иллюстрацию нашей студии, на креслах была подушка в гусиную лапку. То есть я понимала, что нужна какая-то подушечка черно-белая. И когда я увидела эту, и еще с картой Парижа, и еще Dior, мое сердце просто начало колотиться с бешеной скоростью. И я хотела попросить наших друзей, которые летели в Европу, чтобы они приобрели такую подушку, но они, к сожалению, не поехали, и я как-то и расстроилась. Думаю, ну ладно, зачем мне нужна вообще такая дорогущая подушка? Марина, опомнись, включи мозг. Но все-таки желание никуда не делось, оно осталось. И дальше в сентябре мы с мужем поехали в Америку, пришли к нашим друзьям, ужинаем, и вдруг подруга выносит большую коробку Dior. Я поняла, что это подарок моего мужа мне.
Ну, конечно, были мысли о том, что там может быть подушечка, но я думаю, может какая-то сумка или еще что. Я открываю, и там она! Просто! Это было такое невероятное счастье. И теперь я показываю самый главный нюанс этой подушечки. Поворачиваем. Сакрамел. То есть персонализированная вышивка на подушечке Dior с карты Парижа. Вот просто... Знаете, мне хочется в этот момент сказать, что не переставайте мечтать. Да, мечтайте, идите в направлении своей цели, и она сбудется. И вы никогда не знаете, как эта цель сбудется. Вы приобретете эту подушку или вам ее подарят. Вот поэтому не ограничивайте себя в мечтаниях, продолжайте это делать. Тут у нас такая потрясающая, красивая, декоративная стена с подсвечивающим логотипом. Он на самом деле должен быть слегка более розовым. Я не посмотрела цветопробу, и логотип получился слегка сероватым, то есть не наш фирменный оттенок, но зато этот оттенок очень хорошо подошел под цвет стен. Вот поэтому мы решили оставить так. Тоже мне очень нравится это место. Отдельно хочу рассказать про данную стену, про данное панно. Вы могли увидеть его на другой же стене, в предыдущей зоне, где мы с вами смотрели. Это такие обои, они очень прям тактильные, приятные, мягкие. Но самое главное другое, что изначально дизайнер предложил, ну, такого рода рисунок, скажем так, на стене, но исходника для печати мы не нашли. И тут на помощь пришла девушка, которая у нас работает в компании, дизайнер Вика. Я попросила ее попробовать нарисовать такой рисунок от руки. При помощи компьютерной программы она это сделала, вдохновлялась референсом, который был, но на самом деле получилось еще даже лучше, потому что в исходном варианте были какие-то цветочки, то ли бабочки. Мы добавили клякс, и получилось в то же время вот минималистичное и ничего лишнего. А также хочу отдельное внимание обратить на мой потрясающий пол. Должно быть видео, что я лежу на полу и рассказываю. На самом деле я очень хотела такой эффект. Называется он Terrazzo, и мы долго искали компанию, которая может сделать такой наливной пол. Но никто не брался, к сожалению, потому что сложная работа, помещение маленькое, компаниям это просто невыгодно. Обычно такие наливные полы делают в торговых центрах. И только один человек откликнулся, он сказал, что мы можем сделать фото, печать, то есть вот это то, что вы видите, это напечатано на бумаге и затем залито специальным прозрачным раствором. На самом деле пол достаточно жесткий, но что-то наподобие акрила, вот если рассматривать, или геля. То есть он не мягкий, как линолеум, не жесткий, как бетон, а вот что-то среднее. Хотя мы заметили один недостаток, что он очень чувствительный и царапается. И хочу рассказать про сам рисунок. По поводу цветов, вот этих вкраплений. Я увидела в магазине мыльницу с таким же орнаментом и дизайном. Опять же, показала нашему дизайнеру Вике. Говорю, Вика, нарисуй! Она нарисовала на компьютере вот эти вот точки, разукрасила их нужными цветами, и потом уже, соответственно, компания сделала нам такой пол. Поэтому этот пол, он уникальный, такого другого больше нету. И вот каждый раз, когда я захожу, смотрю на этот пол, я невероятно счастлива, невероятно рада, потому что это не просто плитка, не просто ламинат, а это старание человека, вот, кто сделал, кто нарисовал, кто занимался этим наливным полом, для меня это вот очень-очень тоже ценно. И еще тут есть некоторые бонусы, которые мы продумали заранее. Это вот такие лючки. То есть тут у нас розетка, и, соответственно, мы сюда включаем свет или какое-то любое другое оборудование, розетка встроенная в пол, и уже она не мешает. С этой стороны у меня просто потрясающий диван для того, чтобы можно было отдохнуть и расслабиться. Но самая главная функция – это, опять же, чтобы он смотрелся красиво в кадре, особенно когда мы ведем какие-либо вебинары с кем-то. Изначально дизайнер предлагала сюда более такой массивный диван, который, может быть, даже раскладывается. Я говорю, нет, мы тут спать не будем, давайте так, чтобы было красиво. И мне в душу просто запали диваны, которые вот полукруглые, они невероятно красиво, стильно и минималистично смотрятся. Я очень долгое время искала диван, я очень долго выбирала обивку, какой же она должна быть. Я всю голову себе сломала, какой это должен быть диван. Плюшевый, вот такой, как сейчас, или велюровый, или розовый, или белый, или молочный. В общем, это была головокрутка несколько месяцев. Но в итоге я выбрала этот белый цвет, и я просто, когда его увидела,
Я просто пищала от восторга, потому что он такой потрясающий. Вот просто хочется в нем, знаете, раствориться, вот просто развалиться. Такие вот шарики еще тоже классные. Когда мои дети сюда приходят, они обычно ими играются как футбольными мячиками. Ну, вот так есть, как есть. И давайте еще отдельно расскажу про шторы. Их тоже было непросто найти. Некоторые компании заламывали огромные деньги за шторы. И хочу обратить внимание, насколько эти шторы идеально подошли под цвет стен. Мне кажется, просто нельзя было придумать лучше. И еще самое классное, что эти шторы открываются и закрываются по нажатию на кнопку. Потому что самостоятельно это было бы делать затруднительно, потому что огромные потолки, тяжелые шторы, а это очень вообще удобно, это просто гениально. Опять же, спасибо моему мужу, который додумался до этой классной идеи. Кстати говоря, вы тоже можете стать гостем моей студии. Я очень часто ищу модели себе для съемок и зачастую даже беру непростые случаи, непростые ручки. Поэтому напишите мне в директ Инстаграм, пришлите фото своих ногтей, и, возможно, вы станете моим гостем. Поэтому следите за соцсетями, за объявлениями, я с радостью с вами увижусь. Ну и теперь главная комната, уборная, и она же стерилизационная. Святая святых. Тут у нас тоже такая декоративная полочка. Сюда я поставила некоторые косметические средства от брендов. Мой главный помощник – это сухожар. Он у меня новенький, красивый, стильный. Тут инструменты после сушки. Дальше их нужно стерилизовать в крафт-пакетах. Кто помнит ролик с обзором товаров с Wildberries? Вот эта вот стоечка под документы, она классно пригождается для того, чтобы просушивать маникюрные фрезы и инструменты. Также недавно в соцсетях я рассказывала про свою новую ультразвуковую мойку. Самое главное преимущество, что она имеет шланг, и вот вся водичка, весь раствор стекает в раковину. Тоже хочу обратить внимание, что раковина встроенная в столешницу, выглядит очень красиво, минималистично. Тут у нас как обычная проточная вода, так и питьевая из маленького краника. Кстати говоря, вот она, та самая мыльница, которая послужила прототипом для нашего пола. Пол у нас наливной, поэтому у нас тут нету никакого порошка. И тут очень много отделений для хранений, но, признаться, я тут еще как-то красоту не наводила, специально ничего не раскладывала, поэтому не могу тут показать все, как у нас устроено, но специально делалось так, чтобы было много зоны под хранение чего-либо. Тут всякие мои штучки. Мой бокс с косметикой, я всегда готовлюсь перед съемками, крашу всегда себя сама. Даже есть какие-то запасные украшения на случай съемки, отпариватель, аптечка, лак для волос. В общем, такой мой бьюти-шкафчик, скажем так. Тут у нас тоже есть небольшой уголочек заботы для девушек, для клиентов, которые приходят, ну и, собственно говоря, сам санузел. Но еще самое классное, наверное, в этом санузле это вот это потрясающее овальное зеркало. Дизайнер изначально предполагал круглое зеркало, но мне показалось, поскольку очень высокие потолки, здесь оно будет смотреться более уместно именно овальное. Вот с такой сенсорной подсветкой тоже очень здорово. Очень классно, что есть вот такой стерилизационный уголок. Мы уже снимали несколько видео именно здесь, и тоже место получается таким приятным для восприятия. В общем, в студии сделано все, чтобы вам было максимально приятно и красиво смотреть. На самом деле планов очень много, и мы делали эту студию как раз-таки наперед с целью снимать совместные интервью, какие-то новые форматы, подкасты. На самом деле уже что-то мы пробовали. У нас новые форматы прямых эфиров, трансляций, которые мы делаем на YouTube-канале. Я думаю, вы тоже это уже заметили, как улучшилась картинка. Если да, поддержите, пожалуйста, пальчиком вверх, пишите в комментариях, какие еще полезные видео хотите видеть на канале. Ну а также пишите в комментариях, как вам моя студия, понравился ли такой обзор и нужен ли вам обзор с материалами. А я каждому желаю иметь такой уютный уголочек, где вы можете чувствовать себя в безопасности, расслабленно, комфортно, творить и создавать. Желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!